Всем привет, дорогие друзья! Мы выходим не только на YouTube, мы выходим и ВКонтакте, и в Дзене, и скоро будем в Рутюбе, поэтому подписывайтесь везде и не Мгм. теряйте. Потому что сейчас, как вы знаете, много новостей тревожных по поводу Ютуба. И чтобы вы нас не потеряли, обязательно смотрите в описании другие наши соцсети и подписывайтесь. Мы будем очень вас ждать. А сегодняшняя наша тема касается прямиком Радмира. Да, тема у нас сегодня про пересадку волос. Это более подробное описание всей процедуры. И я надеюсь, я раскрою все секреты, все вопросы, которые у вас, возможно, возникали, потому что у меня много знакомых, которые интересуются, много моих коллег по цеху, по лысому цеху. И мне кажется, всем будет полезно это видео. Да, конечно, потому что эта тема полна страхов, сомнений. Многие до сих пор склонны верить различному количеству мифов, и, возможно, ты тоже когда-то в них верил. Мы обсудим, и также в этот ролик мы вставим видео с того, как ты выглядел после пересадки самой, да, как все это происходило, тоже ты Да. покажешь и расскажешь. Поэтому не переключайтесь. И начать я хочу, конечно же, с первого дня, даже накануне, как это все происходило. Было немножко волнения. Конечно же, это нормально. Спал я часа 3-4. На следующий день поехал на эту процедуру, особо стараясь не вдаваться в подробности, как это все будет происходить. Приехал. Ну что, поехали. На самом деле, хочется сказать, что эмоции не зашкаливают. Я себя чувствую вполне себе хорошо. Вот здесь вход. Дальше уже покажу по этапам. Радмир, а ты знал, сколько будет длиться процедура, или ты узнал по факту? Вначале мне сказали, что это будет 2 этапа. Должны были присадить 3500 графтов. И через 2 месяца еще 3500 графтов. Но в итоге все произошло за один день. То есть моя донорская зона позволила забрать 4800 графтов и пересадить их наверх. А изначально почему планировали в 2 этапа? Потому что, наверное, по предварительному просмотру думали, что около 7000 графтов понадобится. Но оказалось меньше, из-за этого решили в один этап. Да, Правильно? да. Сама процедура шла дольше, это 9 часов. С перерывами 9 часов или все 9 часов ты лежишь, и тебе постоянно делают что-то на голове? Да, дается перерыв, один на обед. И, в принципе, ты можешь как бы остановить всю процедуру. Есть моменты, где можно приостановиться, выпить кофе, чай. То есть они тебе предлагают всегда сделать какой-то кофе-брейк. Да, это полегче, на самом деле, переносится. Вполне понимаю, как человек, который тоже мог делать длительные процедуры. У меня это про зубы. Если вам будет интересно узнать про виниры коронки, то мы снимем отдельный выпуск про это. Но сегодня мы обсуждаем именно лысину. Радмир, как же все происходило? Давай, ты пришел. Со мной поговорил владелец сети этих клиник. Друзья, я нахожусь в клинике Огусмед с главным врачом, создателем этой клиники. И хотелось бы узнать именно о сети клиник, в каких городах они находятся. Делитесь, пожалуйста, информацией, потому что нас смотрят со всей России. Всем приветствую, Радмир. По пересадке волос в России сейчас мы открывали около 5 клиник. В каждом городе. Вот сейчас в ближайшее время именно планируем в городе Екатеринбург как раз в следующем месяце. Да. Занимаемся с 2018 года, уже столько лет. Работаем, когда мы начали, каждый раз я рассказываю, это другие ребята, другие каналы. В Питере, Санкт-Петербурге, общался в Турции с ребятами, с врачами, все коллеги, однокурсники. Лично мною сделано около 3000 операций в территории России. И иногда ездим на другие страны, в Дубае, другие СНГ тоже. Гарантированный результат у нас, специально пациентам составим договор с гарантией. Да, то есть клиника дает хорошую гарантию, поэтому у меня огромное доверие к таким специалистам. Да, результаты покажем и в вашем случае да. тоже. Операция проводится под местной анестезией, абсолютно безболезненно. Да, вы сами будете почувствовать, конечно. Но остальные, Радмир, все в процессе покажут и результаты. Да, конечно, спасибо большое. Начнем. Далее мне посмотрели количество
необходимое для пересадки волос, побрили, где я себя увидел. Все фотографии мы Лысым. вставим там, да, и бритья, и как Радмир ехал обязательно. И далее нарисовали зону, откуда будут брать, куда будут пересаживать. Все отметили. И меня пригласили в кабинет, где уже сама проходила процедура изъятия графтов. Это, с получается, донорской зоны. луковицы, которые вот будут Да. становиться нашими новыми волосами, изымают из Да. их норок Да. и куда-то размещают пока в отдельное пространство, да? Да, изымают, готовят их для пересадки, и далее уже ты идешь обедать. Друзья, первый этап прошел. Вот так вот мне изъяли графты сзади и по бокам. Пока я в такой вот повязочке. Сейчас меня отвели в комнату, накормили очень вкусно. Вся эта процедура проходила в районе 3-4 часов. И, в принципе, она не безболезненная, потому что делают укол лидокаином, то есть ты ничего не чувствуешь. И единственное, что ты чувствуешь, немножко неприятное ощущение, что у тебя копошатся в голове. Ну, такой боли как таковой не было. Нет, боли нет. Есть зоны, которые более восприимчивые, точнее, менее восприимчивые к лидокаину, более восприимчивые к боли. И они, конечно же, да, когда до них доходит, уже голова чувствует. Но это абсолютно терпимо. Это не Да. так, что там невыносимо больно. Да, и ты, то есть, постоянно на связи, как говорится, да, с врачом, и ты говоришь ему о своих ощущениях. Да, То это есть, же не общий наркоз, а да. местная анестезия. Это круто. Наверное, Да. похоже чем-то на лечение зубов. Получается, пока тебе делают процедуру, мне вот интересно, как человеку не очень усидчивому, 9 часов все-таки лежать или сидеть без дела достаточно сложно. А что можно делать в этот момент? То есть ты можешь смотреть видео, может, ну, как ты можешь скрасить этот период? Я не знаю, как в других местах проводится это все, но вот в клинике Огусмед, где я делал, там предоставляется возможность во время пересадки насладиться просмотром телевизора. В руки дают пульт, ты сам выбираешь либо посмотреть по телевизору фильм, либо какой-то клип или еще что-то. Можешь полежать, посмотреть, послушать или посмотреть YouTube. То есть в этом плане ты просто лежишь, отдыхаешь. И в этот момент вся процедура происходит. как Ну, раз тогда таки. вообще нормально. То есть, если ты Да. можешь спокойно просто смотреть видео. Я просто думала, может, ты вот так головой в стол сидишь, и 9 часов это достаточно сложно. Нет, позы меняются, естественно, и все довольно-таки комфортно. Все условия создаются. Все чисто, стерильно. Мне это все очень понравилось. Специалисты очень такие чувствуются квалифицированные. Да, учитывая, что Радмир, хочу заметить, очень долго занимался выбором клиники, правда. У него уже было много кандидатов, да, и к некоторым он даже уже записывался, и была запись, но Радмир не мог успокоиться, все-таки информацию по пересадке он не изучал, но вот информацию по врачу он пытался выштрудировать полностью и узнавал о своих знакомых, и кто делал, кто не делал, кто слышал в интернете. Именно поэтому он не сразу это сделал, хотя наш ролик про пересадку выходил уже, вы можете видеть, когда, про его мысли о пересадке. А вот в случае этой клиники, вот, видимо, они закрыли все твои вопросы, все твои беспокойства, поэтому ты к ним обратился. Потому что про этих специалистов, которые мне делали, была информация в интернете, где они учились, что они пластические хирурги, их опыт работы, то есть там более 3000 пересадок уже проделан, это говорит о многом. И вот эта вся информация, собранная от знакомых, друзей в интернете, дала мне уверенность, что я обращусь именно в клинику Огусмед. Да, все поняла, отлично. После того, как пересадка закончилась, я забрала тебе видео с этого, мы тоже вставим обязательно, как я тебя забирала, и ты вышел с такой бахилой на голове. Окей. Радмир, первые эмоции, как они? Так, ну я довольный. Вот, устал лежать, сидеть в полусогнутом состоянии. Голова как, не знаю, кумган какой-то чугунный. Болит сейчас, нет? Но она не болит, но ее наполовину не чувствуешь. А не менее? Да, не менее. И наполовину, ну где-то, да, болит немножко. Уже А где больше болит, донорская зона или засаженная? Как-то непонятно. Вот затылок немножко, по бокам чуть-чуть. Вот, А это как же будто вот. донорская, получается, зона. Да, такие непонятные ощущения. Все, ждем тогда. Дальше мы будем вести прямой репортаж ежедневный. Это было очень смешно. Зачем нужна была эта бахила, повязка? Расскажи, пожалуйста. Да, это было смешно и грустно одновременно, потому что выглядело это, конечно, так себе. Ты, наверное, обращал внимание, как даже окружающие, когда мы ехали, когда мы припарковались, смотрели на меня с каким взглядом, что с этим человеком случилось. Вот. Ну, это, естественно, мера, которая необходима на первые дни.
когда мы ехали домой, повязка защищала от пыли, там, дождя и так далее, да? А повязка, которая закрывала, бандаж, который закрывал донорскую зону, она носится 2 дня, на 3-й день снимается, она защищает именно открытые раны от попадания, опять-таки, каких-то инфекций. Ну там ведь еще от отека есть повязка, Да, то есть она одновременно держит отек, чтобы он чтобы он сразу не не спускался спадал. на глаза, потому Да. что многие люди, вот вы посмотрите, да, фото после пересадок, у них глаза прям все красные, как вот синяками, фингалами отекшие. У тебя такого вообще не было, подтверждаю, потому что были на связи, у тебя ничего такого не было, и это супер. Это Что супер, повязка да. реально держала этот отек Да. в районе головы. Да. И на 2-й день, когда я снял, в принципе, отек спал на лицо, но не так, что прям катастрофически. Еще хочется сказать именно о тех мерах, которые необходимо придерживаться после операции. Потому что первые 3 дня это вот повязка, обработка раны, а потом снимаешь, 10 дней первые ты спишь полусидя. Это та мера, которая просто необходима, нужно потерпеть. И первые 10 дней, конечно, есть какой-то зуд. Да, ты жаловался, что чуть чешется, бывает Чешется, да. Боли, кстати, не было. Вот был зуд, неприятное ощущение. И вот кроме сна плохого, потому что, как понятно, что больше 4-5 часов невозможно спать в полусидячем состоянии, особых таких дискомфортных моментов и, можно сказать, не было. По поводу, получается, сна полусидя, это важно, чтобы не касалась зона. Да, чтобы те волосы, которые тебе прижились, чтобы они уж приросли, как говорится, и не смещались. Но, Радмир, я знаю, что ты все эти 11 дней после пересадки не выходил из дома. Почему? Потому что, опять-таки, первые 10 дней необходимо провести, чтобы в открытые раны не попадали пыль, дождь и солнце. Да. А головной убор? Головной убор можно надевать, но, опять-таки, после 10-11 дней начинать. Почему? Чтобы опять твои графты там не сместились. Все еще шатко, поэтому лучше ничем не травмировать. Даже, как я поняла, нельзя одевать одежду через голову. Да, надеваешь только рубашку. Да, по сути, логичные вещи, но вы должны обратить внимание на такие мелочи, потому что они имеют значение. Далее, что ждет человека после пересадки? Нужно ли ему принимать какую-то терапию? Да, клиника рекомендует и прописывает таблетки определенные, которые помогают. Через месяц нужно пройти плазмотерапию, опять-таки в этой клинике бесплатно. И далее в течение 5 месяцев нужно проходить ежемесячно эту процедуру. Плазмотерапию? Да, на зону, которая пересажена. Угу. Да. И это способствует опять-таки лучшему эффекту. А таблетки, которые вы писали, что это за таблетки? Одна таблетка – это БАД для роста волос, ногтей, зубов, роста. А вторая таблетка – это для того, чтобы понизить количество, я так понимаю, тестостерона. То есть либидо, конечно, немножко спадет, но это в течение 4 месяцев принимается, и потом эффект все восстанавливается. Это гормональные таблетки? Да, скорее, да, гормональные, по полтаблетки в день. Имейте в виду, что вам придется принимать гормональные препараты, потому что эта информация изучена, и она не только в клинике Радмира предлагается, а в принципе, чтобы волосы прижились и не выпали окончательно после пересадки, необходимо придерживаться этой терапии тоже. Но когда вы обратитесь к доктору, он уже вам это более подробно расскажет. Радмир, самое интересное, что ты мне рассказал, когда мы обсуждали пересадку, это было шоковое выпадание. Давай на нем, пожалуйста, поподробнее. Что это такое? Да, есть такое понятие, как шоковое выпадение волос. Оно начинается от 10 дней и до 2 месяцев проходит, когда те волосы, которые нам пересадили, которые вот немножко даже как будто сейчас растут, они начнут выпадать. Постепенно вся часть пересаженная выпадет, вместо нее начнут расти свои здоровые, толстые, крепкие, как я надеюсь, волосы. То есть те, которые пересажены, они в любом случае покинут голову заново? Они, да, луковицы останутся, а сами волосы покинут. Да, интересно. И ваша задача в этом случае не паниковать, потому что мы тоже изучили это, и это действительно
правда. То есть люди, которые ранее делали пересадку, тоже говорят, что у них было это шоковое выпадание, у кого-то прям более обильное, у кого-то постепенно и не так заметно, но оно происходило, и потом уже вырастали реальные волосы из тех луковиц, которые были пересажены. Да. То есть Радмир, не знаю, будет ли с нами делиться моментами, когда у него будет шоковое выпадание. Мы надеемся, оно у него пройдет незаметно, но мы вас не могли просто не предупредить об этом. Да, и первый эффект вы уже почувствуете спустя полгода, когда ваши волосы уже окрепнут, и вы увидите свою новую прическу. И полный эффект это через год. Да, через год, то есть вот это все циклы, Мгм. спящие все проснутся, все пересаженные начнут расти. Поэтому эффект Радмира сейчас является промежуточным, его не надо оценивать как финишный. Тем более хочется немножечко объяснить, потому что, возможно, у людей появятся вопросы, что же с твоей головой. Радмир присаживал, давай покажем, да, Радмир присаживал вот с этой зоны, здесь была донорская часть, да, здесь была Мгм. донорская часть, поэтому здесь коротко. Здесь осталось более, как вы видите, более длинно, потому что что, Радмир? Потому что эту зону оставляют, но, видимо, подчеркивая ту зону, над которой будут работать. Да, наверное, Поэтому, ради этого, да. да. Далее, получается, мы видим, что у Радмира вот эта зона пересаженная, как вы понимаете, да, она как раз-таки у него страдала, как и, собственно, вот макушка наиболее всего. Также вы видите, у Радмира зону роста чуть-чуть понизили, потому что у него она высокая, например, у меня тоже высокая, но меня это не беспокоит. А у мужчин вот это вот уходит дальше, это выглядит как бы не совсем эстетично. Вот тоже зона роста достаточно естественно проработана, поэтому нет такого, что Радмир полысел здесь, просто здесь длиннее изначально были оставлены волосы. Конечно, сейчас вы можете видеть и думать, что голова Радмира похожа на лишай. И мы над этим тоже шутим. Радмир абсолютно не обижается, но это является нормой после той процедуры, которую он прошел, поэтому предлагаем вам отнестись с пониманием и знать, что Радмир просто сейчас на пути своей трансформации к человеку с роскошными волосами, и мы его очень за это хвалим. Радмир, Как красиво сказала. ты доволен, в принципе, вот тем, что сделал эту процедуру? Да, я, конечно же, доволен. Все мои знакомые, родственники даже, которые видели и интересовались, они все меня поддержали, сказали, ты большой молодец, что решился на это, потому что, говорит, ну не каждый может именно решиться, потому что есть страхи. Это все-таки пластическая операция, скажем так. Она проходит 9 часов. Она довольно-таки долгая, изнурительная, как для специалистов, так и для пациента. Поэтому это нужно пережить, прежде чем даже к этому, нельзя сказать, подготовиться, но решиться. Да. Поэтому я советую интересоваться. Вот вы послушали, в принципе, как это все проходит. На самом деле, эффект, который мы получаем после этой процедуры, он намного долговечнее, чем те 9 часов, которые нужно нам потерпеть. Да, и по сути боль как таковая тебя не изматывала, и это очень круто. Мгм. Еще момент, который хочется сказать, что Радмиру нельзя заниматься спортом, интимом, тут какую-нибудь ставочку смешную, ходить в бассейн на протяжении 2 месяцев, да, ты сказал? Да, на и протяжении 2 загорать. месяцев Мгм. спорт, то есть тяжести, нельзя сильно потеть. Вот. Насчет интима это в районе 2 недель, так что все нормально. Не Это переживайте. просто по моей теории, так, если что. Но на самом деле, если вы понимаете, что вы человек, который не так сильно потеет, то вы уж ориентируетесь на себя тоже. Это Мгм. же зависит от человека. Есть люди, которые до 2-го этажа поднимутся и уже все потные. В таком случае, наверное, стоит прям минимизировать нагрузку. То есть опирайтесь на свой организм и консультируйтесь со специалистами. Мы рассказываем то, что рекомендовали Радмиру, и благодарим его, да, в этом всем. Вот такой краткий был рассказ. Я считаю, краткий, емкий. И если у вас остались какие-то вопросы, конечно, задавайте. Я с удовольствием вам подскажу. Не могу сказать, что проконсультирую. Проконсультируют те специалисты, на которых я оставлю ссылку, кстати, в описании, потому что многие спрашивают, думаю, почему бы не поделиться. Вот обращайтесь, узнавайте, спрашивайте у меня. Я думаю, с удовольствием подскажу
и сниму с вас все страхи и опасения. Да, тем более, что мы будем показывать путь Радмира в этом вопросе, то есть это не финишное видео, как вы понимаете, да, человек. Сегодня какой день от пересадки? Сегодня 12-й, наверное. Сегодня где-то 12-й день, и, естественно, результат еще промежуточный. И Радмир будет делиться с вами в будущем. Вы можете перейти на его другие страницы, где его можете видеть в более лайв-формате, и получите ответ на все свои вопросы. Спасибо большое, что посмотрели наше видео. Не бойтесь, любите себя и смотрите нас. Да, спасибо за просмотр и оставайтесь с нами. Пока-пока.